Всем панкейк! Каждый день мы слышим про машины мечты. Феррари, Порше, Ягуар, Ламборгини и, благодаря Джеймсу Бонду, Астон Мартин. В разные годы их модели автомобилей становились эталонами элегантности и скорости на дорогах. Но что если я скажу вам, даже у этих концернов были провалы. Да такие, что «супер» из названия этого топа точно придется убрать. Про неудачи многие стараются забыть как можно скорее, но автомобильным гигантам мы этого сделать не позволим и вспомним сегодня о самых провальных концептах суперкаров. И на десерт покажем самые странные концепт-кары. Погнали! Наверняка вы слышали о Lamborghini Diablo, первый из самых продаваемых Lamborghini. Шедевр, созданный в раздираемой скандалами компании. Суперкар, который любили снимать в клипах и фильмах 90-х, когда нужно было показать шикарную жизнь героя. Так вот, у Lamborghini Diablo есть злой брат-близнец, и имя ему Vector M12 от компании Megatech. Vector M12 буквально был основан на Diablo. Механические компоненты у Vector M12 в большинстве своем были такие же, как у Diablo. Даже двигатель взяли у Lamborghini V12. Вообще, целью Megatech было сделать более доступную по цене популярную модель Lamborghini. Инженеры передвинули расположение двигателя, дизайн кузова взяли от другого мертвого проекта AWX3 и чуть над ним поколдовали. Но на этапе серийного производства что-то пошло не так. А точнее все. Специализированные журналы выдавали этому спорткару звание «худший в истории из всех протестированных», «худший в мире» и просто «неудачная работа». За 4 года с 1994 по 1999 было произведено всего 17 штук автомобилей. 17! И это с учетом 3 прототипов. Не тянет на серийное производство, да? Зато тянет на место в нашем списке провалов. А что у самих Lamborghini? Конечно, и у них бывали темные полосы. Например, в 1995 году Lamborghini скооперировались с Gigliato Decision. Был разработан концепт серийного Gigliato Airosa. План был прост. Lamborghini делает то, что они лучше всего умеют делать – разрабатывают крутое авто. Завод в Англии, а уже Gigliato Decision займется импортом в Японию. Планировалось и что автомобиль будет не очень дорогим. Скромные $65 тысяч, но планы не сбылись. Концепт остался концептом и попал на вкладыши в жвачке, став мечтой многих мальчишек из 90-х. И еще один автомобиль со вкладышей из жвачек 90-х, который был сделан всего в одном экземпляре главой компании Speed & Sport Младеном Митровичем. Ориентируясь на концепты Мерседеса, он создал Кодиак F1. И для 1983 года суперкар действительно выглядит неплохо. Обтекаемый, дерзкий и никуда без модных дверей в форме крыла чайки. Что внутри? Кожаный салон, удобные кресла, но этим никого не удивить. Реально поражает, куда в такой малышке поместились чуть ли не больше 20 динамиков для крутого звука. А вот с характеристиками сложнее. Данные разнятся, а так как единственный экземпляр был продан в 2009 году, то вроде как ни вес, ни скоростные характеристики не проверить. Хотя, по слухам, у Митровича был еще один вариант Кодиак. Только вместо двигателя V8 на нем стоял другой от AMG. Только не говорите тому коллекционеру-покупателю. Он выложил $50 тысяч за что-то в единственном экземпляре. Не будем его расстраивать. А следующий закрытый проект стал жертвой ужесточения законодательства США и движения многих стран в сторону экоэнергетики и электрокаров. Cadillac CX-10 – это попытка General Motors вернуть себе былое величие середины 20 века. Вернуться в те времена, когда, говоря о роскошных автомобилях, всегда имели в виду Кадиллак. Главной особенностью этой модели считается супермощный 16-цилиндровый двигатель в 1000 лошадиных сил. Считается, что до этого момента никто из гигантов не собирался ставить на серийные автомобили настолько мощные двигатели. Но и Cadillac CX-10 в итоге не стал серийным.
Несмотря на конструкцию, вобравшую в себя все технологические новинки того времени, несмотря на дизайн, вобравший в себя лучшее из решений Cadillac за все время существования, несмотря на уникальную систему временной блокировки ненужных на данный момент цилиндров двигателя ради экономии топлива, несмотря ни на что, этот двухтонный гигант, способный разгоняться до 320 км в час, вызвавший интерес у ценителей и специалистов, так и остался прототипом и автомобилем из фильмов. А все потому, что он оказался несвоевременным, даже немножко идейно устаревшим для рынка, уже подглядывающего в сторону электродвигателей. В итоге, уже через 4 года, в 2007 году, директор General Motors заявил о том, что Cadillac Sixteen и его брат по несчастью Bike Valet останутся концептами и не пойдут в серийное производство. Ну и раз уж разговор зашел о жертвах перехода производителей на электрические двигатели, то невозможно не рассказать о Capara T1. Первоначальное название Freestream T1. Этот концепт спорткара был представлен в Монако монакским принцем. Для его создания собралась амбициозная команда бывших инженеров Макларен, и, вдохновившись дизайном Формулы-1, они решили сделать подобный суперкар, но подходящий для обычных дорог. Можно сказать, что создатели толком не думали о дизайне, исключительно об аэродинамике для ускорения. И действительно, Capara T1 стал первым из автомобилей для открытого рынка с объемом двигателя 1000 литров на тонну веса. Но мало того, что выбросов СО2 при таком подходе не оберешься, так еще и к безопасности водителя возникают вопросы. Да что уж там, у ведущего Top Gear Джереми Кларксона возникли вопросы даже к способности Capara T1 без проблем пройти лежачего полицейского. В итоге с планом продаж 25 автомобилей в год за все время было продано 15 штук, что называется в противовес амбициям создателей. И, конечно, это была не единственная попытка инженеров, работающих с моделями уровня Формулы-1, сделать что-то для обычных водителей. iOS Exigence of Speed – автомобиль из видеоигр, и это неудивительно. К ее созданию свою руку приложили дизайнеры McLaren F1. Собрав все знания о гоночных трассах, они перенесли их в свое чудо аэрокосмических технологий. Создатели сделали все для повышения устойчивости во время поворотов даже на высоких скоростях. И всю эту красоту закрыли в 2006 году. Модель так и не добралась до конвейера. Следующий пример покажет нам, как из ошибок можно извлекать пользу. И да, если вы думали, что у Jaguar не было провалов, то спешу вас расстроить, еще как были. Jaguar CX-75, произведенный совместно с командой Формулы-1, впервые был представлен в 2010 году на парижском автосалоне. Планировалось все красиво. Двухместный гибрид с 4 электродвигателями, 110 километров чистого хода на электричестве, облегчение конструкции за счет углеродного волокна и, главное, ради чего задумывались гибриды и электрокары, сокращение выброса СО2 в атмосферу. Этим проектом в Jaguar собирались повлиять на технологии и дизайн производимых в будущем машин. Всего планировалось изготовить 250 автомобилей. Правда, для серийного производства запас хода только на электричестве пришлось сократить в 2 раза. Зато максимальную скорость никто урезать не собирался – 320 км в час. Однако в 2012 году из-за продолжающегося экономического кризиса руководством компании было принято решение, что покупатель просто не будет брать автомобиль стоимостью до 1 миллиона фунтов стерлингов в таких условиях рынка. Продолжать развитие проекта просто не было смысла. И что же после этого в Jaguar сделали с наработками? Именно модель CX-75, окрашенный в глубокий оранжевый цвет, появляется в фильме «Спектр», 24-й части франшизы про Джеймса Бонда. Тут же, конечно, пошли слухи о возобновлении разработки прототипа, что в компании Jaguar тут же опровергли. Хоть автомобиль в «Спектре» и выглядит в точности как CX-75, чисто механически это совершенно другое авто. Да и уроки из проектирования CX-75 уже были извлечены, и все новые знания компания применила при создании таких моделей Jaguar, как F-Type и I-Pace.
А про последний мы рассказывали в видео про электрокары. Посмотрите, если заинтересовались. Кстати, о Spectre. Один суперкар назывался именно так. И поговаривает, что Spectre R42 уничтожил компанию, его создавшую. Но давайте все по порядку. Когда-то, в 60-е годы 20 века, Ford делал ставшие легендарными гоночные автомобили GT40. И вот спустя время Рэй Кристофер, человек, много лет работающий с GT40, решил актуализировать модель и создать свою версию для 90-х. В ход на уровне элементов буквально пошло все: Ferrari, Jaguar, Lamborghini. Цель Кристофера была проста: создать автомобиль, который выиграет 24-часовой марафон на выносливость, как это делал GT40. Осталось только создать такой суперкар. И команда приступила к процессу в 1992 году. И уже в 1993 что-то пошло не так. Что-то конкретное на самом деле. Стоимость разработки увеличилась, а экономика была в упадке. Финансовые проблемы привели компанию Кристофера к продаже. Глава Spectre Motors Incorporated не собирался сюсюкаться и выпустил R42 на рынок спустя 4 месяца после покупки компании. Для этого он привлек инвесторов, перестроил небольшой завод, реорганизовал на нем работу и запустил в разработку гоночную версию R42, чтобы в итоге продать 23 автомобиля ценой за каждого 70 тысяч фунтов стерлингов. Столько стараний ради 23 проданных машин, спросите вы. А что, если я вам скажу, что даже они не были совершенством и собрали кучу отрицательных отзывов как от прессы, так и от водителей? Мол, подгонка ни к черту, а отделка хромает. Так еще и было замечено, что в производстве достаточно дорогого спортивного автомобиля были использованы детали от других машин. Такие как ручки дверей, поворотники, задние фонари, вроде бы мелочь, а осадочек остался. И никакой перезапуск и использование наработок для прототипа R45 не помогли Spectre Motors Incorporated. В 1998 году компания была ликвидирована из-за недостатка финансов. Да что мы все о спорткарах да спорткарах, когда еще столько концептов не обсудили. Вот, например, сейчас очень распространены кроссоверы, но знаете ли вы, как мучительно дизайнеры и инженеры годами разрабатывали этот формат? Как долго, методом ошибок и еще раз ошибок они нащупывали, каким должен быть идеальный кроссовер. И поиск этот был мучительным. Чего только стоит вот этот Bike Signia 1998 года. Вот уж в самом деле пример того, как инженеры в погоне за практичностью могут не подпустить дизайнеров к проекту. И в итоге получить для своего детища звание самого уродливого автомобиля в истории. Притом вся критика будто бы свелась исключительно к внешнему виду, ведь технически авто ощущалось вполне прилично. Но вы посмотрите на этот вид. С передней частью еще можно смириться, да, но багажник, оформленный в виде катафалка… Ладно, не будем прыгать по костям. Проект давно закрыли исключительно потому, что не нашлось желающих такое купить. Еще одна версия авто по пути к привычным нам всем кроссоверам – Kia KCV2 2002 года. Пытаясь угодить европейской публике, южнокорейцы смешали практичность пикапа и безопасность внедорожника. Правда, позже все-таки признались, что за противоречивыми решениями дизайнеров стоит цель привлечь внимание активной молодежи, которая ездит на пикники и в различные труднодоступные места. Насколько молодежь нулевых могла привлечь вот такая тапочка, решайте сами. Но факт остается фактом, и эта модель осталась только на уровне концепта. Справедливости ради отметим, что критика по большей части касалась только внешней части автомобиля. Начинка, как говорится, была в порядке. А в 2004 году в игру вступает Volkswagen со своим Concept T. Как вам вот такая смесь внедорожника и кабриолета? Да, у крыши есть съемная часть. Да, у Concept T модные двери, открывающиеся наверх. Всего 2 сидения и нет колесных арок. А выхлопные трубы находятся там же, где и задние фары. В деталях это авто даже на данный момент выглядит очень современно. Но все элементы вместе, все это вкупе с будто бы придавленным сверху кузовом, дает странный образ. И да,
Как и многие модели из этого списка, Concept T тоже не добрался до серийного производства. С истоками кроссоверов примерно все понятно, да? Тогда приступим к сладенькому. Несколько очень странных концепт-каров, чтобы удивиться и удивить друзей в разговоре. И начнем с трио концепт-каров, представленных в 2008 году на североамериканском международном салоне. А именно The Book of Songs, Detroit Fish и Piece of Cloud – китайские электромобили с причудливым дизайном. Сами создатели, правда, считали, что разрабатывают уникальный китайский стиль авто, но вы видели такие машины на своих улицах? Вот и мы нет, но давайте по порядку. Detroit Fish явно вдохновленный жуком Volkswagen, хоть и привлек внимание, но не возымел успех. Как и два его товарища. The Book of Songs тоже электромобиль, будто бы приехавший на выставку прямиком из какого-то мультика. Многие отмечают, что он скорее похож на ботинок, а про Piece of Cloud, что тот выглядит как мармеладка. Предназначенные для туристических и университетских городков, ведь не могут разгоняться быстрее, чем 45 км в час, округлые и маленькие с запасом хода на 150 км, компания так и не вышла с ними на рынок. Как думаете, почему? И чемпион среди чемпионов – Honda Fuya Jo. 1999 год. Японские дизайнеры ломают голову, как заставить молодежь покупать автомобили, и придумывают это – автомобиль для вечеринок. И так как на вечеринке нужно танцевать, привычных сидячих мест в этом авто вы не найдете. Они скорее полустоячие. А что, заодно и место экономят? Что еще нужно на маленьком плотно населенном острове? Автомобиль для неспешных поездок от бара к бару, конечно. Разрабатывая это авто, создатели не забыли и о таком неприятном последствии вечеринок, как пролитые напитки. Пол в концепт-каре антискользящий и водоотталкивающий, чтобы проще мыть было. Да, здесь даже панель управления сделана в виде диджейского пульта. В общем, нельзя сказать, что дизайнеры ограничивали себя в фантазиях. Возможно, именно поэтому Honda Fuya Jo никогда бы не смог стать серийным и заполонить улицы японской столицы. Вот такие примеры провальных идей мы для вас собрали сегодня. Расскажите в комментариях, какой концепт показался вам хуже всех, а на каком бы поездили и сами. А мы пошли готовить для вас новые ролики. До встречи!